Вопрос, который буквально съедает, пожалуй, каждого мужчину. Почему девушка теряет интерес, едва только начались ваши отношения? И как, черт побери, сделать так, чтобы она любила и была рядом всегда, а ваши отношения не разваливались? К методу, о котором я сейчас расскажу, я пришел много лет назад. Тогда же и начал применять его на практике. Но я поразился тому результату, который он мне дал. И сейчас я доволен. Я нашел ту самую, верную, надежный тыл, который не предаст и не потеряет внезапно, неожиданно интерес. Но здесь я должен сделать оговорку. Это не какая-то волшебная таблетка. Это видео для умных мужчин, которые уверенно знают, чего хотят. А именно здоровых, крепких, экологичных отношений. Если ты все еще ведом похотью и страстью, тебе на другое видео, где с удовольствием расскажут, как наиболее эффективно и ярко нуждаться в женщине. Нет, здесь же придется поднапрячься, но результат того определенно стоит. Проверено лично на себе. А сейчас внимание. Я уверен, что каждый узнает себя. В один из дней ты встретил симпатичную девчулю, сходил с ней на свидание. Потом было второе свидание. Все хорошо. Ты видишь и ощущаешь эту взаимность с ее стороны. И у вас даже завязались какие-никакие отношения. Но через несколько недель, месяц, может быть 2, ты видишь, что интерес девушки к тебе стремительно тает. Она вдруг неожиданно начинает переносить или отменять встречи, говоря тебе о том, что «Слушай, у меня сейчас очень много работы» или «Мне нужно готовиться к сессии. Сейчас у меня сложный период, и это в приоритете». А потом она тебя сливает, говоря тебе о том, что «Я не могу дать тебе то, что ты хочешь. Я не готова к серьезным отношениям». Знакомо? Ведь как ни парадоксально, это до сих пор наиболее частые, волнующие вопросы мужчин на консультациях. Размышляя над данным феноменом, я поразился, насколько все просто. Но не просто совладать с этим. Ведь в чем на самом деле причина? А в том, что ты влюбился, залип, эмоционально вовлекся, называй как хочешь. Но это понятно. Для многих это очевидные вещи. Ведь как без любви? Должна же быть искра. Или нет? Что это значит на самом деле? Давайте копнем глубже. Почему это не может быть положительным фундаментом для зарождения ответных чувств девушки к тебе и гарантом здоровых экологичных отношений? Ведь в фильмах или книгах нам всегда всю жизнь рисуют эти иллюзорные картинки, как между героями промелькнула искра, они влюбились, на второй день съехались, а через неделю поженились и жили долго и счастливо. Сейчас я расскажу, на чем выстраиваются мои рассуждения, и приведу доводы, и тогда тебе все станет ясно. Как оно, скорее всего, сейчас у тебя происходит? После свидания ты строчишь девушке, что все было классно, и ты уже соскучился. О том, что с нетерпением ждешь следующей встречи, чтобы поскорее увидеть свою красотулю. А на следующих выходных ты уже хочешь познакомить ее со своими родителями. Друзья уже завидуют, так как ты давно им разослал ее фотки. Мол, посмотрите, какая у меня милашка. В ожидании следующей встречи ты циклопишь ее соцсети, слушаешь любовные песни, представляя ее симпатичную мордашку. Фантазируешь о том, как вы будете обниматься и смотреть вместе фильмы, укрывшись теплым пледом в морозный вечер. А потом съедетесь, будете путешествовать, заведете карапузов и состаритесь вместе. А сейчас внимание! Отсюда возникают вопросы. А разве не это ли нужно женщине? Ведь я сходу демонстрирую свои чувства, свою любовь, свою заботу. Я демонстрирую свою готовность быть с ней, во что бы то ни стало. И второй вопрос. Разве не это ли состояние вовлеченности нужно мне самому для того, чтобы быть счастливым с этой женщиной? Ведь если я влюблен, я испытываю кайф. Мне хочется вкладываться по-настоящему. Это идет изнутри. Мои чувства говорят сами за себя. Что может пойти не так? Друзья,
Ну, если было бы все так просто, то пары бы не распадались, едва сойдясь, и девушка не теряла бы интерес так быстро. Ведь как только ты влюбился, считай, прыгнул в омут с головой, ты отключаешь свой разум. Мозг в этот момент, он не работает. Что это значит? Это значит, что ты теряешь способность объективно смотреть на девушку и отношения в целом. Ты теряешь способность адекватно и стратегически мыслить, соразмерно реагировать на происходящие события и действия. А для мужчины это важно. Я бы даже сказал, критично для мужчины, который ценит себя, уважает свое время, спокойствие. Я хочу, чтобы вы сейчас зафиксировали эту мысль. Ведь задавая вопрос, а не являются ли мои чувства основанием для успешного зарождения крепких отношений, ты допускаешь самое страшное. Ты исключаешь всякую долю сомнения относительно того, а подходит ли тебе данная девушка, кандидатура для того, чтобы быть с тобой в принципе. Вон оно как. Подходит ли она для жизни в паре? Достойна ли она твоих вложений? Проще говоря, ты заочно на ней женился, не проведя даже элементарной предварительной аналитики. Какой шанс на успешный союз в этом случае? 0%. 0. Либо 1% на уровне погрешности, если повезет. И то на время, так как даже хорошие, пригодные девушки теряют интерес. А когда ты уже залип, эмоционально вовлекся, ты начинаешь потихонечку лгать самому себе. Говоря она не такая, она особенная. Просто случайно мне соврала, обманула. Она была в плохом настроении и поэтому мне нагрубила. Друзья, но ведь это же самообман. Это лицемерие по отношению к самому себе, прежде всего. Какую еще важную мысль здесь нужно понимать? Это то, что на начальном этапе здоровых отношений ни о какой любви и речи быть не может. Здесь имеет место быть только первичная заинтересованность между вами в большей или меньшей степени. Какую-то значимость и важность в твоей жизни девушке стоит придавать лишь спустя несколько месяцев отношений. Там же происходит и выстраивание основного баланса значимости, а не раньше. Поэтому, когда ты сходу ныряешь в омут с головой, в эти эмоции, это противоестественно. И для девушки это очевидно, что здесь какая-то нездоровая история. Это одержимость, это слабость. Интерес падает, уважение не формируется, потому что ты в этот момент как тряпка. Может ли какой-то девушке это нравиться и льстить? Да, безусловно. Будет ли она этим пользоваться? Какие-то барышни, да, будут. По мере своей проблемности, естественно. Ведь это состояние эмоциональной вовлеченности делает тебя уязвимым для манипуляций. Ты слеп в этот момент. Нужно ли это реально женщине? Этого ли она ищет? Нет. Женщина хочет, и для нее важнее, любить самой, а не чтобы любили ее. Несмотря на то, что она может и будет убеждать тебя в обратном. Так как это говорит ее сознание, но руководствуется и принимает решения она эмоциями. А вообще, то, что подобные вопросы тебя волнуют, и ты ими до сих пор задаешься, все это должно тебя возмущать. По крайней мере, ты должен к этому прийти. Итак, друзья, решение здесь одно. Я убедился в его эффективности на своем личном опыте, живу по этому принципу, и все мои близкие друзья тоже. Проблем никаких нет. Что это за решение? Включать мозг. Обретать способность адекватно мыслить. Рассматривать любую кандидатуру женщины исключительно через призму объективной оценки. То есть создавать объективный механизм оценки. Сложно звучит, да? Что она дает? На чем базируется? Давайте вместе разберемся на пальцах. Она базируется прежде всего на поступках женщины по отношению к тебе. Я хочу, чтобы вы зафиксировали эту мысль. На поступках, на действиях, а не на словах. Какой ты хороший и как она тебя любит. При этом отменяя свидание, чтобы пойти в клуб с подружкой. Забудьте про слова. Единственное, их стоит воспринимать как
некий ориентир текущего эмоционального состояния, в котором женщина пребывает сейчас. Да, не более того. Фокусируя внимание на действиях, ты уже не таешь, не расплываешься в улыбке от ее ласковых слов о том, что она скучала, что ей нужна и важна семья, а смотришь, что она для этого делает. Ты уже не ведешься на манипуляции о том, что это просто друг, мы с ним с детства дружим, а смотришь на ее действия, что для нее важнее. Ты смотришь, насколько она вкладывается, насколько она способна созидать, заботиться, отдавать, жертвовать, ограничивать себя в чем-то во имя ваших отношений. В конце концов, насколько она порядочна. Вот что действительно важно. Ведь красота, она суетна, а жить прежде всего с человеком. И пока ты ведом на картинку, отношения обречены. Из раза в раз, из раза в раз. Ну, у кого так? Отпишитесь в комментариях. Можете не отписываться, просто задайте себе этот вопрос. А когда ты направляешь свое внимание на эти детали, у тебя появляется неуязвимость, чтобы не залипнуть, не начать вдруг романтизировать эти отношения. А что это значит? Это значит не допускать всех тех банальных ошибок, которые и приводят к потере интереса любой девушки. Ну что, растерялись? Сложно сходу все это осознать, как я и говорил. Но у меня есть для вас конкретные шаги, руководство, которое сможет тебе в этом помочь. Поможет тебе прийти к этой осознанной объективной системе оценки. Я буду судить по себе, так как для меня это был принципиальный вопрос. Как я вырабатывал в себе этот навык? Я понимал, что очень тяжело изменить вот эту оленью прошивку. Но конкретные шаги я для себя выработал, и они мне реально очень быстро помогли прийти к результату. Первое. Первые недели, месяцы отношений с девушкой я представлял, что каждая последующая встреча с ней, свидание будет последним. Да, я планировал что-то на неделю вперед, на 2. Это нормально. Но никаких планов на совместное будущее, совместные поездки, переезд, свадьбу и прочее. Я поставил это на первое место, и по важности это тоже стоит воспринимать как основной шаг. Второе. Обязательно найди основания для сомнений, для целесообразности, в принципе, этих отношений. Даже когда все хорошо. Найди их. Вот как у меня лично было, я помню, что было непросто, но я отыскал в себе эти силы сомневаться. А точно ли вот эта красотуля, которая с виду как ангелок, подходит для серьезных крепких отношений и потенциально для создания семьи? И когда я это сделал, мозг уже начинает работать в другом направлении. Он начинает видеть действия, поступки, а не слова. Потому что он задает правильные вопросы. Третий шаг. Для кого-то он может показаться банальным, но, как ни странно, его мало кто соблюдает. Постарайся занять все свое свободное время, чтобы мечтать о девушке было просто некогда. Пусть это будет твоя работа, твое дело, твое хобби. Мужчину прежде всего определяет его цель. Это и есть твой путь. И это не женщина. Как бы тебя там не убеждали в обратном. Когда ты к чему-то стремишься, к своей цели, то и девушка не будет отнимать у тебя мысли, потому что они будут заняты другими вещами, действительно важными для тебя, фундаментальными. Итак, подытожим. Используя объективный механизм оценки девушки, ты поразишься результату. Проблемные и непригодные отсеются сразу. Следовательно, ты не теряешь самооценки, если ты все еще от нее зависишь. На твое адекватное восприятие реальности никто не сможет повлиять. И на свиданиях, если вдруг ты встретишь неподходящую женщину, ты будешь понимать, что это не с тобой что-то не так, а с ней. И без сожаления будешь завершать встречу. И будешь понимать, что впереди у тебя открываются гораздо больше положительных шансов, результатов. Самое интересное, что девушки начнут сами тянуться к тебе. Да-да, в том числе и проблемные, но тебе они будут не нужны, потому что будешь уверен в том, а кто тебе действительно нужен и достоин твоего времени и внимания. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца.
Я надеюсь, что вы почерпнули что-то для себя полезное, нужное. И я редко о чем-то прошу, но если вы поделитесь этим видео со своим другом, знакомым, запустите его у себя на страничке где-то, то мы расширим таким способом количество мужчин, которые станут более осознанные, более сильные, которыми сложно будет манипулировать и использовать. Я думаю, это будет здорово.